Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. На Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм выходят мои мастер-классы по вязанию крючком через день. Сегодня предлагаю посмотреть вот такой теплый жилет плотным вязанием. Такой вот плотный узорчик у меня. Ниточками Нака и крючком номер 4. У меня вот такие тепленькие ниточки Нака Аляска, 200 метров, 100 грамм, 6 плюс акрил. Крючок номер 4. Мы с вами наберем колечки. Почему? Потому что будем вязать снизу, с резинки. Я тоже не особо люблю, но здесь такая интересная техника, такой интересный узор. 1, 2, 3, 4. 4 воздушные петли в самую первую петлю столбик с накидом. Почему с колечек? Колечки, они немножко тянутся, а когда вяжем просто резинку из воздушных петель, то резинка не тянется и шапка становится неудобна. Вот. Поэтому мы набираем вот такие колечки по объему головы. И начинаем вязать 1, 2, 3, 4. Первый ряд у нас будут столбики с одним накидом, а потом мы будем вязать с вами резинку. Рельефные столбики и простые. Рельефные, лицевые, изнаночные. Пока набираем по объему головы. Набрали колечки. Обязательно их выровняли, чтобы они смотрели именно колечками вниз, воздушные петли, а вверху столбик. Выровнять вязание все, чтобы они все смотрели в одну сторону. Соединяем. Еще раз смотрим, чтобы все было хорошо. Теперь вот так вот перевернем, чтобы у нас, смотрите, колечки смотрели вниз, а мы будем вязать за столбики. 1, 2, 3 воздушные петли подъема. За столбик вяжем 1, 2, 3 столбика с одним накидом мы вяжем за столбик. Между столбиками есть у нас петелька, вяжем столбик с одним накидом, получаем вот такой узор. У нас в колечке 3 столбика, между колечками столбик. И опять. Первый ряд вяжем просто вот такими столбиками, а потом начнем вязать резиночку красивую. 3 столбика в кольцо и между столбик с одним накидом. И у нас уже будет такая красивая каемочка. Такой первый ряд у нас получается. Красиво, ровно, аккуратно. Завершаем ряд соединительным столбиком. И начинаем вязать резинку. Немножко вытягиваем петельку. И за столбик вяжем рельефный столбик. Лицевой. Теперь изнаночный. Таким образом будем вязать с вами резинку, чередуя рельефный лицевой. За сам столбик вяжем столбик. И с обратной стороны за столбик вяжем. Меняем вот таким образом направление. Провязываем наши столбики. И получаем вот такую красивую резинку. Сколько мы его будем вязать? Рядочка 2-3, не больше. Это будет такой ободок. А потом будем вязать узор для берета. Присоединяемся. Вот мы вяжем всю эту резинку. Присоединяемся также вот в самый первый столбик соединительным столбиком. Опять вытягиваем ниточку, как мы сейчас и делали. И вяжем рельефные столбики. Лицевой, изнаночный. Чередуем лицевой и изнаночный. Вот так вот. Все несложно. Такая резиночка красивая получается. 3 ряда я провязала. Соединяем с соединительным столбиком и начинаем вязать узор. Воздушная петля, накид. В это же место вкалывания вытягиваем петельку, накид, и в следующую петлю
вытягиваем, делаем накид и провязываем 5 у нас петель вместе. Делаем накид и в это же место, в тот столбик, который мы уже вязали, вытягиваем накид и в следующую, в новую, вытягиваем 5 петель, провязываем. У нас получается пышный столбик, вернее пышный полустолбик. Делаем накид. В ту петлю, которую мы провязывали, делаем накид, вытягиваем, в следующую новую петлю, вытягиваем, накид, провязываем. И так далее. В ту петлю, которую провязали, вытягиваем накид, в новую вытягиваем накид, провязали. Которую у нас провязанная, делаем вытягивание, накид, в новую петлю, вытягивание, накид. 5 петелек сюда у нас. Опять накид. И вот таким легким абсолютно способом в прошлую петельку, в новую, в прошлую, в новую. Еще разочек. Столбик, который провязанный, делаем мы накид и вытягивание. Раз. Накид. В следующую петлю, в следующий столбик. Вытягивание, накид, провязываем. Накид. В ту петлю, которую провязали. Раз. Накид. Новую. Вот. И у нас получается вот такое плотное вязание пышных столбиков. Вяжем первый ряд и переходим на второй. Первый ряд наших пышных столбиков мы провязали. Теперь наша задача перейти на следующий ряд, но соединительный столбик мы делать не будем. Вот мы провязали, давайте провяжем в прошлый столбик накид, в новый столбик, провязали, делаем накид в прошлый накид и уже в новый провязали, делаем накид в прошлый и между нашими пышными столбиками, между, провязали, делаем накид в прошлое место и между пышными столбиками у нас получается как бы в шахматном порядке, провязали, накид делаем в прошлое место и между. Вот. И у нас получается вот наши красивые узорчики так красиво получаются. То есть еще разочек. Соединение мы с вами довязываем в прошлую дырочку, накид в новую провязали, накид в прошлую, и уже у нас ряд связанный, вместо соединительного столбика мы начинаем вязать по спирали. Вот так вот провязали, в это же место вкалывания раз, в новое между 2, опять в прошлое накид, вытягивание, в новое накид, вытягивание, провязали, в ту дырочку, которую мы уже вязали, накид, вытягивание, и в новую накид, вытягивание. И таким образом мы будем вязать 20 сантиметров нашего узора. Ниточка у меня расслоилась, ничего страшного. 1 считаем, 2 провязали, 1, 2 провязали, 1, 2 провязали. И вот формируется красивый плотный узор. Попробуем. Наша задача провязать 20 сантиметров от начала резинки, 20 сантиметров. Потом будем делать убавление. Следите внимательно. Провязала где-то примерно 15 сантиметров, думала чуть больше буду вязать этим узором, но слишком расширение хорошее идет, поэтому можно уже делать даже и уменьшение. И вот поставила маркер в том месте, с которого мы начинали вязать, посчитала все свои столбики, у меня их получилось 96, поделила на равное количество и вывела 6 секторов по
16 столбиков. Как мы их будем вязать? Вот там, где маркер, считаем наш узорчик. Вот буду вязать вот таким узором, а остальные 15, у нас всего 16, да, остальные 15 будем вязать рельефными. 1, 2, также полустолбики 3, только рельефные изнаночные, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. 15 провязали, а 16 вот мы вяжем наш пышный полустолбик. То есть это у нас будет отбивка сектора. И вот такая макушка. То есть мы будем рельефными столбиками вязать и в каждом ряду делать убавление. А пока вот таким узорчиком вяжем. Первый рядок провязали. Наша задача, вот мы довязываем до маркера. И точно так же мы его должны провязать. Наш пышный столбик. Теперь делаем убавление. Вот у нас тут 2 столбика, мы их провязываем за 1. Вот видите, раз, два, за 1. То есть у нас теперь будет уменьшение в самом начале, в самом конце. Все остальные столбики мы провязываем по факту, как они у нас есть. А в самом конце 2 и в самом начале 2. И нам нужно провязать таким образом, пока у нас не останутся наши лучики из пышных столбиков. У нас их 6 штук. Мы должны все это сократить. Связать макушку такими сокращенными рядами. Вот так будет красиво смотреться макушка. А оставляем наши пышные столбики неизменно. Также их провязываем, как они у нас есть. Красиво. Все остальное вот у нас будет пышный столбик, а между ними рельефные изнаночные. Уменьшая с двух сторон, провязывая по 2 рельефных столбика с одной стороны и с другой. Вот я довязала до тех пор, пока у меня не осталось 3 рельефных столбика. И мы их точно так же выбираем. Провязали наш пышный столбик и убираем 1, 2, 1 провязываем. Пышный наш столбик провязываем, как он у нас есть. Опять убираем 2. И вот таким образом нам нужно все вязание. Так, раз, два. Нам нужно все вязание сократить. А потом то, что останется, собрать одной ниточкой. Один, два. И сформировать, вернее, макушка у нас уже сформирована, и закончить вязание. По 2 убираем. В следующем ряду у нас останется 2 столбика, 1, 2. Мы их тоже провязываем вместе. Go просто в видео.
Провязала еще один рядочек по 2 вместе. Столбики, которые у нас оставались. Теперь у нас остались только пышные столбики. Их можно один рядочек провязать. И потом, вот у нас получается, просто-напросто провязать именно пышные столбики. А те столбики, которые у нас внизу остались, вот по одному, мы их не замечаем. Мы их уже сократили. Вот. Просто пышные столбики. И потом их стянем ниточкой. И все. До маркера довязываем. Потому что без маркера мы не увидим. Видите, они уже как затянулись. Еще провяжем. И все. Что у нас получилось? У нас получилось... Ну, практически мы довязали до конца. Вот такая маленькая дырочка осталась. То есть в каждую можно ниточку отрежем. И просто-напросто протянуть через все петельки, чтобы затянуть до конца. И уже не было никаких дырочек. Можно помпон пришить сюда в самый конец. У нас же здесь получается вот и все. То есть мы затягиваем, изнутри завязываем и наш теплый берет завершен. Вот. Получается, маркер уберем, чтобы он нам не мешался. И вот получается такая макушка. Достаточно симпатичная. Можно сюда пришить помпончик. Можно вот так просто оставить, как в любом берете. Такая вот пипочка. Наш берет завершен. Огромное спасибо, если вы досмотрели ролик до конца. Теплый, уютный, плотным вязанием берет готов. Достаточно хорошее расширение. Теплая вязка. Если еще ниточки теплые, то и вообще здорово. Предлагаю попробовать связать, утеплить себя на зиму. До новых встреч. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram и смотрим видео мастер-классы абсолютно бесплатно.